такое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Так, ну что, дорогие мои любимые, всем привет, с вами я, Карина, и это новый выпуск про, внимание, вьетнамского артиста, точнее, артистку. Значит, если вы думаете, что комментарии наших, значит, вьетнамских зрителей пролетели мимо меня, то ничего подобного, я все сидела, читала. Сколько, да, вот много действительно человек собралось под роликом, вот, с интервидения, да, нашего дорогого победителя, то, конечно, ну, естественно, там были комментарии, что вот, пожалуйста, посмотрите еще вот эту исполнительницу, вам понравится. И я эти комментарии все, естественно, читала и не могу оставить без внимания, потому что, ну, как бы, если люди советуют, значит, ну, как бы, можно на это обратить внимание точно. Значит, я немножечко подготовилась к сегодняшнему выпуску, но выступление артистки я не смотрела. То есть это мы будем с вами сделать, ну, будем делать, короче, вместе, впервые. И как бы реакция моя будет естественная. Значит, немножечко, так сказать, веду вас в матчасть. Значит, мы с вами сегодня будем обсуждать и смотреть творчество певицы Фун Мичи. Дорогие мои, спасибо большое вам за этот комментарий. Значит, девчонка просто огненная, просто супер. Значит, у нее есть много очень классных выступлений, у нее очень популярный YouTube-канал. Я посмотрела, пока искала ее ролики с выступления. Она достаточно популярна у себя в стране. Значит, она как бы такая сравнительно молодая певица, но с профессиональным стажем хорошим. То есть она как бы уже давно действует на вьетнамской сцене, и ее старт случился еще с какого-то конкурса, который я не могу прочитать, Джонг Хат Вьет Хи, кажется, так, 2013 года. Значит, и с тех пор она постепенно как бы выстраивает вот образ такой артистки, которая, что для меня особенно важно и интересно, она соединяет традиционные мотивы и современное звучание. Это просто супер. То есть традиционные мотивы Вьетнама и современное музыкальное направление. Бинго. Все, что мы любим. Так, значит, и вот как бы самый звездный ее ролик получился такой вот на Sing Asia в 2025 году. Она вышла не столько как представитель Вьетнама, даже я бы сказала, а как мост между культурой Вьетнама и музыкальным таким пространством Азии, да. То есть она пыталась показать ну, как бы что-то, что будет в равной мере аутентичным, универсальным при этом, да, то есть как бы то, что мы, ну, как бы я признаюсь, я очень это люблю. Значит, в СМИ ее, конечно, называют фольклорной музой, то есть такая часть идентичности, которую она несет на сцену, и она вот действительно, она и выглядит как муза, вы ее увидите вот действительно. Значит, таким образом, как бы получается, что не просто певица, как бы, а артистка больше даже, да, то есть она вот несет этот культурный код и очень классно его интегрирует в нашу современную жизнь. Значит, первую песню я сама нашла в интернете, буквально кусочек мне попался рилса, естественно, только начала искать, меня очень впечатлило это выступление, давайте мы с вами его послушаем, а потом второй трек, который мне уже рекомендовали подписчики, мы с вами посмотрим более подробно и объясним, в чем смысл. То есть сейчас как бы я вас так предварительно в канву ввела, да, и как бы рассказала, а потом уже будем разбирать, значит, более подробно. Поехали. Красиво, дорогие мои, мы с вами имеем дело с колоратурным сопрано, это, конечно, прекрасно, если честно, причем у нее такой сильный вот этот звук верхних нот, да, то есть в нем столько воздуха, там только из-за кислорода ты можешь вот эту силу вот этих колоратурных нот высоких добавить. И видели, где у нее микрофон находится вообще? За 3, ну, как бы далеко. То есть если она близко сделает, это будет вообще... Ну вот она какая-то, я говорю, это просто. Вот фильм «Аватар», понимаете? Версия от вьетнамского исполнителя. Ну вот как еще объяснить? Очень красивый тембр у нее, конечно. При этом такие ноты. Я даже... Ну как бы я могу попытаться, но вы, может быть, испугаетесь. Сейчас. Нет, я так не... Не, пробовать не буду. Ну как бы это, ну понимаете, я альт. То есть я внизу по... Ну, это... То есть я в уме могу себе только представить. Такие высокие ноты. Очень красиво. Очень красивая мелодия.
Просто прекрасно. Мне вот это выступление очень понравилось, если честно. Я кусочек буквально его посмотрела. Ну вот без этих высоких нот, конечно, что она творит, просто обалдеть. Вы посмотрите. При этом какая классная аранжировка, да, на современный лад. Вот, ну, как бы... И это звучит современно и классно, понимаете? Хотя, как бы, не то, чтобы мне была близка вокально-вьетнамская культура. Я могу сказать, что я не вообще практически ничего не знаю. И вот сейчас вместе с вами начинаю, как говорится, разбираться. Кому интересно, присоединяйтесь. Как бы, вот только так я могу сказать. Вот, значит, ну вот вы понимаете, с кем мы имеем дело, да? Ну, как бы, в принципе, да, если объективно. Вы же понимаете, что поющий человек и гений, который в нем живет, он понятен на любом языке. То есть нам не приходится здесь говорить о том, что у него нет потрясающих вокальных данных, например, да. Но благодаря тому, что они делают такую классную аранжировку, они вот на слух, в принципе, ложится всем, я думаю, такая и мелодия, и аранжировка. Просто супер браво отдельно оркестру, ребятам, кто играл на фоне. Просто прекрасно. Так, а теперь вот предлагаю перейти, собственно, к той песне, которую мне рекомендовали, благодаря которой она как бы стала очень известна, да. То есть у нее есть песня, которая называется «У Вселенной есть ты». Значит, я так понимаю, кстати, что у нее, кстати, Фьон Мичи переводится как-то очень странно. Сейчас я в Google переводчике вобью. Сейчас. Там получается очень странный перевод. Сейчас, ну, название, ну, и как бы ее никнейм. Получается, правительство США переводится, как будто ее название. Ну, по крайней мере, так мне переводит переводчик. Ну, как бы тогда надо концепцию понять до конца. Возможно, в этом нужно просто дольше копаться, но я хочу вас как бы просто заразить и не перегрузить, да, незнакомые, я думаю, тоже наверняка для вас культуры, чтобы вы просто поняли, с кем мы имеем дело. Если вам понравилось, то пошли смотреть дальше самостоятельно. Итак, значит, у нее есть песня «У Вселенной есть ты». Сейчас мы с вами посмотрим, я вас введу в контекст тезисно, да, что я для себя как бы отметила. Это выступление я смотрела, и как бы на что вам стоит обратить внимание, чтобы, возможно, вам было более приятно и более понятно, я не знаю, посмотреть ее выступление. Значит, там как бы происходит гибрид жанров, естественно, да, то есть как бы команда намеренно смешивает вот этот их качу. В общем, это как бы, я не знаю, как правильно произносится, простите, если что, это, в общем, традиционная вокальная практика во Вьетнаме, да, с современными поп всякими элементами, с электронной музыкой, да, и они даже оркестровые вставки там тоже делают, вы заметили, это, ну, как бы это у нее в этом выступлении, которое мы сейчас только что с вами видели, есть, да. Значит, по структуре там тоже, в принципе, все правильно, все понятно, то есть сначала очень выдержанное такое, сдержанное, традиционное, медитативное такое вокальное, да, то есть вот эти вот интонации, качу, вот эти вот их происходят, да. Затем переходит к более дрововой истории с ритмом и с секциями, с битом, а потом есть секция даже с речитативом и с рэпом. Это мы с вами услышим. Значит, написал какой-то Чао товарищ вот для этого выступления. Плюс за аранжировкой к этому выступлению стоят известные ребята из Дитеп и Инус, вот какие-то коллективы, в которых я тоже как бы я не разбираюсь. Вот, но они, в общем, помогли, эти деятели, адаптировать оригинальную версию. То есть мы понимаем, что она работает с классной командой. Это то, что для нас важно знать, да. То есть она должна быть такая вот азиатско-музыкальной. Для этого пригласили вот этих вот крутых парней, которые смогли сделать это выступление сценически выразительным. Вот так вот, да. Значит, на сцене образ, в котором она появится, прошу отдельно обратить внимание, у нее... Значит, образ такой навеянный Котам и Лолем. Это, в общем, сюжет из вьетнамской народной сказки, который добавляет такой мифологический культурный пласт. И при этом она еще носит традиционный вьетнамский женский верх, да, но как бы стилизованные. И аксессуары, которые, например, вот плетеная корзина, да, у нее это вот образ, ну, как бы плетеная корзина ассоциируется с сельским образом девушки, да, сельской красавицы такой, но это как бы пересмысление такое, да, в контексте вот крупного такого азиатского шоу, да, вот эта сеточка на ней там будет. Значит, и в финальных частях она там добавляет высокие вот эти вокальные фрагменты, она взаимодействует там с инструментами, мы с вами это тоже увидим, да, там будет на сцене саксофонист. В общем, как бы она все очень уверенно себя чувствует на сцене. Значит, лирика какая и смысл в этой песне? Значит, погружаемся. Значит, образ «Вселенная с тобой». То есть это метафорическая, по сути, песня о
такой связи трансцендентной, такой любви, да, как бы, или как бы идея, да, что вот присутствие тебя можно понимать как любимого, да, например, или как духовной силы какой-то, да, это делает Вселенную полной, да, полноценной такой. Значит, там есть аллюзия к сказочным мотивам через метафору вот эту лолем или котам. Она показывает путь простого человека к внутренней трансформации, преодолению ограничений и к возрождению. В общем, это послание такое. Даже из скромных корней можно вырасти до светящейся версии себя. Вот так вот. Значит, культурная нить какая там есть. То есть вот это вот внедрение традиционного вьетнамского пения, это не просто декоративный элемент, это акт культурной идентификации ее, да. Она не отрекается от своих корней, она ставит их в контекст вот этого межкультурного диалога. Рэп-фрагмент, естественно, это современность, молодежность, да, которая как бы нам тоже смешивается с традицией. В общем, это такой мост к более широкой публике, например, к нам, да. Хотя, кто тут рэпер у нас, подскажите, пожалуйста. Вот. Значит, эволюция и борьба. Там есть еще такой тейк, что сквозь динамику этой песни можно прочесть вот эту символику от невидимого тонкого начала до акцентной такой экспрессии. То есть получается, что это как бы как борьба, как трансформация и как взлет, да, это мы с вами уже видели на выступлении, на интервидении, да, то есть как бы это вся такая же история. Я думаю, что я вот эту всю историю со своими наблюдениями, с тейками, с пунктами, да, как бы важными, значит, выложу в виде отдельного текста в своих заметках, там, в записях к сообществу, и вы сможете посмотреть, там правильное написание. Если интересно, то погрузитесь чуть побольше. Сейчас давайте предлагаю немедленно предлагаю послушать, значит, то самое выступление, которое я так долго расписывала. Сейчас. Секундочку. Но оно, конечно, просто супер. Сейчас. Значит, сюда. Sida. Tối nay là đêm nước rút vào chung kết. Trong 8 thí sinh chỉ có 4 người được vào vòng chung kết. Ca sĩ lên sân khấu trước sẽ phải đối mặt với thử thách tranh vị trí từ 7 ca sĩ còn lại. Так, сейчас, секундочку. Nếu là tôi không dám thách đấu đâu. Вот оно. Все. Честно уверена, что она какая-нибудь небольшого росточка, такая маленькая, компактная девушка, понимаете? Откуда в ней столько голоса, вот непонятно. Ой, я что-то немножко прослезилась как-то от эмоций. Она такая просто, ну, как бы беззащитная, это как будто хорошенькая, и как бы и так работает. Вообще она как вот чем-то Ариану Гранде мне напоминает. Вот, да, есть что-то. Ну, не в смысле... Ой, ну просто что и верха достает, и маленькая, аккуратная, такая красивая, ну куколка просто красавица, просто супер. В общем, мне девчонка понравилась, поскольку я ничего не знаю вьетнамской, да, вот музыки, как бы вот, ну кроме каких-то уж совсем, да, как бы общепринятых, понятных вещей, да, я считаю, что современную как бы культуру тоже знать стоит местами, тем более это отлично касается моего блога, потому что код корней, потому что мы любим, да, все, что вот смешивается, традиционное с современным, это просто прекрасно звучит, и видите, как бы вариации от Вьетнама, пожалуйста, супер, кому понравится эта девчонка, буду рада, если вы начнете что-то о ней знать, смотреть. Вот, текст, значит, рецензии своей такой небольшой я выложу на эту историю, мне очень понравилось, она приятная, классная, поющая, понятное, понимаете, для многих людей. Потому что тоже очень важно не увязнуть в этой фольклорности, в этих традициях, потому что, ну, если еще свой народ послушает с удовольствием и поймет, да, то на международное, ну, как бы это не все готовы воспринимать, потому что очень тяжелый пласт может оказаться информационный, и не все готовы воспринимать. Собственно говоря, сложную фольклорную музыку у нас, например, тоже... ну, как бы не все готовы воспринимать, да, какие-то совсем такие уже, знаете, совсем такие раскопки просто доисторические. Это вот мне интересно, понимаете, я повернутая. Вот, а что же говорить про другую культуру, понимаете? Поэтому то, что делают современные аранжировки и так вот это все преобразуют, получается очень красиво. Я рада, что она есть на сцене, она очень запоминающаяся, харизматичная, и мелодия у нее понятная, не ложатся нам на слух, это как бы такая абсолютно какая-то международная хорошая история, понимаете?
Вот. Поэтому желаем ей только творческих успехов, карьерного роста. Пускай приезжает к нам, да, на выступление. Глядишь, может быть, придут любители. А хотя вообще-то, кстати, на вокальные конкурсы было бы хорошо вот ей, знаете, зайти. Раз уж такая история пошла, то вокальные конкурсы было бы супер поучаствовать. Это было бы очень аутентично. Понимаете? Тем более такие верха, ну это просто, ну это Марайя Керри, это Ариана Гранде, как бы, ну это вот такая история, да. Я даже боюсь себе представить, у меня просто связки так не смыкаются даже, как она это делает, потому что, ну что, природой дано, как говорится, с тем и работаем. Вот. Так что вот, дорогие мои, я надеюсь, вам понравилось, было познавательно, по крайней мере, интересно. Девчонка хорошая, вот. И как бы вьетнамские мои зрители просили сделать обзор. Вот, пожалуйста, не прошло и 3 лет, а 2 недели. 2 недели я вынашивала всю эту идею, никак не могла дойти, потому что времени не хватает катастрофически. Вот, грядут перемены, но я все равно стараюсь уделить время блогу, поэтому, дорогие мои, как говорится, не расходимся, остаемся, впереди много у нас интересного. Все, целую крепко, ваша репка, остаемся на связи, напишите, как вам наша дорогая правительство США, Фун Мичи, правильно читать, да, вот, пишите, что думаете, все, до встречи.